Здравствуйте, дорогие зрители! Наконец-то у нас появилась возможность продолжить наш разговор. Я обещал рассказать о нашей методике, которая позволила исцелить сотни людей. Как мне интересно, мы опрашивали в конце занятий, в конце лечения, как они себя чувствуют. И только из сотен человек 14 сказали, что им это сложно. То есть практически мы получаем очень высокий результат лечения. Наша методика основана на том, что мы используем западные и восточные методики. Западная методика – это прежде всего психотерапия, которая началась с половины XVIII века. Франц Мейсмер был основателем психотерапии. С тех пор появилось много направлений, разных направлений, психоанализа, различные методики, я не буду их перечислять. Мы остановились на нашей школе профессора Платонова из Харькова, нашего украинского ученого, который написал книгу «Слово как лечебный и физиологический фактор», где научно, исследуя пульс, энцефалограмму, он доказал, что слово имеет громадное значение на человека, на его функциональное состояние. То есть каждое слово, произнесенное при внушении или при гипнозе, может воздействовать на соматическую нервную систему, вообще на соматику, не только на нервную систему. На этом было основано психотерапевтом Жуковым из Хосты лечение соматических больных. У него был музей, около 3 инвалидных коляски, сотни костылей. Это люди оставили и уходили оттуда здоровыми. Методика заключалась в том, что он внушал людям, что они должны быть здоровы. Единственное условие, которое нужно было для лечения, это желание больного, настойчивое желание больного быть здоровым. Учитывая, что психотерапия развивалась во всем мире, одним из самых значительных центров это был Харьков, поэтому признание этого города, первый всесоюзный съезд психотерапевтов проходил под Харьковом, в Бермин-Водах, и съезд был настолько интересный, что начинался в 9 утра и заканчивался иногда до 9 вечера, а классы, которые проводили отдельные психотерапевты, могли длиться до 2 часов ночи. Это нам очень помогло, потому что мы организовали в то время первое отделение неврозов и пограничных состояний в Днепропетровске, которым основным методом была психотерапия. Самое основное, что все книги, которые написаны по психотерапии, они только описывают картину. Поэтому в свое время Блаватская сказала, что истину можно узнать только опытным путем. И ни одна книга не даст вам понимания того, что происходит. В нашем отделении мы пробовали различные методики: эйфоропсихотерапия, психотерапия закисью азота, гипноз, внушение. И те результаты, которые мы получали в то время, для нас были, для самих врачей, удивительные. Потому что, не применяя или практически почти не применяя медикаментов, мы получали исцеление от многих заболеваний, в том числе и от соматических заболеваний. Это позволило нам совместно
с НИИ неврологии и психиатрии Харькова, с профессором Натальей Карловной Либгард сделать отделение неврозов, через которое прошло много больных. К сожалению, психотерапия наша закончилась в то время, когда мы решили построить международный центр психотерапии, и какое-то время мы потратили на то, чтобы оно было занято строительством, а не лечением, в том объеме, в котором мы хотели бы проводить нашу практику. Но касаясь отделения невроза, значит, я в то время прошел несколько курсов по иглорефлексотерапии. Это китайская медицина, которая основана на воздействии на точки акупунктуры при помощи иглотерапии или массажа на точке иглотерапии, или введения лекарственных средств в точке терапии. Но эффект был ниже, чем нам бы хотелось. Хотя я закончил несколько курсов, самое интересное, что я, когда попал в Киев на кафедру совершенствования врачей по рефлексотерапии, и там преподавалось китайское современное понимание болезни, что болезнь возникает как энергетическое нарушение в определенных каналах, энергетических каналах, которые у человека 12 парных и 2 непарных. Вот воздействие при помощи иголок китайские медики добивались изумительных результатов. Я вам скажу, что для примера просто приведу, что некоторые торакальные операции проводились под наркозом, когда пациенту вводили иголочки в определенные точки. Сложность заключалась в том, что понятно было, как это работает. Профессор Мачерет, которая училась в Китае, проводила замечательные лекции, которые собирали громадное количество людей, которые даже не проходили в это время курсы по иглотерапии, по рефлексотерапии. Просто она рассказывала, как лечат больные. К большому сожалению, на тот момент самым трудным было подобрать правильные точки акупунктуры. Хотя были определенные рецепты, составленные и за рубежом, французская школа, и у нас в Киеве, но результат не всегда был такой, как надо. Когда мы впоследствии начали исследовать точки акупунктуры при помощи аппаратуры, мы изучали потенциал и находили, что есть нарушение в точках акупунктуры, то это говорит о нарушении по всей энергосистеме. Впоследствии, когда мы получили возможность при помощи сначала аппарата Кирлиан, а затем при помощи аппарата профессора Короткова исследовать энергетику человека по излучениям пальцев рук, то есть мы изучали состояние каналов, состояние органов, то наше лечение приводило хорошие результаты, от которых мы сами были удивлены. На этом основании мы смогли подбирать травы для пациента, добавки специальные, и практически мы отказались от медикаментозной терапии. Самое главное, что то, что мы получили, соответствовало двум, можно сказать, наставлениям
знаменитого восточного медика, философа, поэта Авиценны, который сказал: у врача есть 3 средства – слово, трава и нож. Мы использовали слово, использовали траву. Нож – это было, конечно, не наше дело, это удел хирургов, когда требуются срочные какие-то операции или травмы. Значит, на основании того, что мы понимали, что слово воздействует на человеческий организм, может вызывать, например, учащение сердцебиения, замедление сердцебиения, изменение температуры тела. Это было доказано многими учеными. Мы пошли дальше. И мы решили создать методику, которая позволила бы человеку самому регулировать свое состояние здоровья. И первую часть я хотел бы закончить опять словами Авиценны: «В ком воля есть и сильный дух, тот победит любой недуг. Болезнь отступит перед гордым, перед бесстрашным, непокорным». Во второй части мы остановимся на нашей методике более конкретно. Я вас прошу, если у вас возникают вопросы, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях по телеграмму, в комментариях. Это позволит нам более активно сотрудничать и помогать. В том числе мы планируем в будущем проводить онлайн-сеансы с определенными пациентами. У нас уже есть опыт работы в таком направлении. Мы давали рекомендации, и в том числе я расскажу об этом во второй части. Я желаю вам здоровья. Это только в ваших руках, поверьте. Здоровье в ваших руках. Если вы хотите быть здоровыми, вы будете здоровыми. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео.